Именем Чукмарева названа улица в Соленом, и когда я спрашивала солонянцев о том, кто это такой, мне отвечали кратко: партизан. Партизанами я меньше всего хотела заниматься, они достаточно были героизированы и мифологизированы советской властью. И вообще, какие партизаны в Солонянском районе. Потому что, как мы знаем, в 60-х годах был бум партизанщины, и туда записывали всех, кого ни попадя. Но пришлось мне тоже вписаться в эту тему, хотела я этого или нет, потому что по ходу высветились такие интересные нюансы, что пришлось все это раскапывать. Как мы знаем, партизанский в кавычках отряд НКВД под руководством Волобуева действовал в Солонянском районе в августе-октябре 1941 года. Поэтому советую сначала посмотреть это видео, тогда многое станет более понятным. Ссылка вверху. Канал Ірини Коновець-Поплавської. Николай Чукмарев родился 18 июля 1919 года в деревне Малышково Красненского района Смоленской области. Мать его, Домна Антоновна, 1890 года рождения, родом из села Трояны того же района. В 1932 Чукмаревы переехали в Соленое. Николаю тогда было 13 лет. Были у него еще брат Никита и сестра Екатерина в замужестве Кармазина. Николай был среднего роста и телосложения, имел русые волосы. Жили они на Кирова, где-то там за Ставком. Имеем его фото из школьного альбома, выпуск 1937 года. А в 1938 Николай вернулся на свою родину в РСФСР, чтобы учиться там в Первом Московском краснознаменном артиллерийском училище имени Красина. Эта артиллерийская школа являлась средним военным учебным заведением с 4-летним курсом обучения и готовила командиров взводов для артиллерии на конной тяге. Дата начала его службы – 15 сентября 1938 года. Когда началась война, отец его, Ефим Иванович, был призван на фронт, где и погиб в 1943-м. Николай же, как кадровый офицер, лейтенант, воевал в составе 630-го легкого артиллерийского полка в качестве командира взвода. Командиром этого 630-го полка был майор Иван Семенович Булейко. 630-й артиллерийский полк 175-й стрелковой дивизии первого формирования воевал под Киевом в конце лета, осенью 1941. В воспоминаниях Константина Грушевого мы читаем: командир 630-го легкоартиллерийского полка 175-й стрелковой дивизии майор Иван Семенович Булейко двигался со своими связистами в первой линии контратакующих, на ходу управляя действиями артиллеристов. Вместе с ним оказался рассудительный и спокойный военком штаба дивизии Анатолий Алексеевич Третьяков. Они так увлеклись, что не заметили, как оторвались от своих. Чудом пробились из вражеского кольца. Конец цитаты. Замес под Киевом был страшный. 175-я дивизия погибла в Киевском котле под Барышевкой в 20-х числах сентября 1941. Ее командир, полковник Гловацкий, пропал без вести. Мы имеем письмо жены командира 630-го легкого артиллерийского полка майора Булейко жене Третьякова, офицера этого полка, попавшего в окружение. «Милая панна, особенно не беспокойся. Я знаю о судьбе наших, но написать всего не могу. Они живы и здоровы, выполняют боевой приказ правительства. Я понимаю тебя, ты думаешь, они погибли. Нет, они такого жару дают немцу, что ему станет горько». Письмо написано 8 октября, а Третьяков погиб 20 октября, выходя из окружения. Группу бойцов, собственно, 630-го легкого артиллерийского полка фашисты загнали в болото близ села Коржи. Боеприпасы скоро кончились, артиллеристы утопили материальные части орудий, 5 дней дрались в рукопашную, истощенных, измученных, оставшихся в живых немцы захватили в плен. Все попали в концлагерь под Ровно. Пленных держали в помещении большого товарного склада на бетонном полу, без всякой подстилки. В лагере более 30 тысяч человек. Ежедневно умирали 200-300 пленных. Начальник лагеря штурмбанфюрер Кюль случайно увидел что-то написанное военнопленным Кличевым, и он назначил его старшим канцелярии лагеря. Немцам нужны были рабочие руки на селе,
Они отпускали украинцев группами по 100-150 человек. Кличев, освоившись в канцелярии, сумел под видом украинцев занести в списки освобождаемых своих товарищей. Так из лагеря было освобождено 36 человек. И Виктору Никитичу удалось потом и самому уйти из лагеря. Так что было у Чукмарева два пути. Первый, ему удалось выйти из окружения. Второй, он попал в плен. Потом в этот лагерь, откуда или бежал, или официально со справкой освободился. Как бы там ни было, Николай Чукмарев примерно в феврале 1942 внезапно появляется в Соленом. На минутку кадровый офицер, командир Красной Армии, лейтенант. Были ли у него документы, неизвестно, но тогда еще бездокументных принимали. Николая часто вызывали в полицию, допрашивали, но сведений о том, чтобы он хоть раз был арестован, таких нет. 3 недели он работал вездовым в обхозе ХТЗ, и мы держим в памяти, что ему было тогда всего 22 года. Можно сказать, юноша, хотя и обстрелянный, и многое прошел, и смерти повидал. Но у нас есть еще много участников событий, потому что картина без них была бы неполной. Николай жил не в вакууме, и рассказ в советском стиле «он пошел туда и сделал то-то» – это не наш путь. Так что приготовьтесь, будет много персонажей. Уроженец Соленого Александр Васильевич Остапченко, 1912 года рождения, то есть старше Николая на 7 лет. А это значит, что на начало войны ему было 29 лет. До войны Александр служил в Днепропетровском областном управлении связи в качестве бойца 96-го отряда военизированной охраны. Это на Центральном почтамте, и поэтому Александр имел бронь от призыва в советскую армию, так как охранял городскую телефонную станцию. Вплоть до прибытия немецких войск Александр занимался эвакуацией оборудования Днепропетровского почтамта. Но сам уехать в тыл он так и не успел, а может и не мог, потому что на этот момент у него была жена Надежда и 3 сына. Старшему 5 лет, среднему 1,5, а младшему полгодика. Поэтому он уехал после начала оккупации в Тарамское, где проживала его семья. Но в конце августа 1941 прибыл в Соленое к отцу. Там он поработал на рядовых работах в обхозе, на уборке урожая, а когда сезон закончился, то в январе 1942 пошел работать на строительство шоссейной дороги, а потом сторожем на мельницу. Мельник Белоконь жил от него через 10 дворов. Сторожил Александр мельницу вместе с военнопленным Николаем Учаевым, 1924 года рождения, родом из РСФСР. Оружие им не выдавали, что выглядело абсурдом для тех условий. Где-то в октябре 1941 по ходатайству мельника Белоконя сторожам все-таки выдали винтовку русского образца, но для этого они были переведены в подчинение слонянской полиции, то есть фактически стали полицейскими. Вот вам и наша галерея сложных судеб. Незапланированный поворот судьбы, произошедший независимо от воли человека, стечение обстоятельств. И кроме продовольственного пайка из обхоза, сторожа стали на денежное довольствие в полиции, хотя деньги получали от мельника. Форму полицейского им так и не выдали, потому что до марта 1942 все солонянские полицейские ходили в гражданском. В марте 1942 Александра вызвал к себе начальник слонянской полиции Синченко и рассказал ему, что в Днепропетровске проводится набор добровольцев в конную жандармерию, где предлагают хорошие материальные условия, и если он желает, то может туда записаться. Александр согласился, потому что это было ближе к семье, которая находилась в Тарамском. На следующий день Александра вызвали в полицию для отправки в Днепропетровск. Вместе с ним в полицию явились еще 5 человек, среди которых были Панченко Семен Павлович, 1906 года рождения, из Тритузного. О нем мы упоминали в видео об отряде Волобуева. Был Семен высокого роста, худощавый, волосы русые, глаза серые. И вышеупомянутый военнопленный Учаев Николай. Это было в начале марта 1942, и как-то получается, что Чукмарев с Учаевым успели познакомиться. 8 марта все 6 человек собрались, сели в грузовик и в сопровождении немецкого жандарма выехали в Днепропетровск. Их привезли в центр города, на улицу Харьковскую, 3, недалеко от здания горисполкома, и завели в дом, где размещалась жандармерия. Вот таким было это шикарное здание. Сейчас оно изуродовано местными властями.
Там новоприбывшие заполнили анкеты при помощи переводчика и их отвели в одну из комнат, куда принесли солому, чтобы на ней можно было отдохнуть. На Харьковской курсанты прожили неделю вместе с немецкими жандармами, вахманами и обервахманами. Однажды немцы привели 10 лошадей, но так как там не было для них конюшни, то всех перевели в новое помещение по улице Бойкая, возле бойни, это район агрегатного завода. Позже школу перевели в конный двор по улице Орловской, 14 или 16, но нумерация изменилась, и похоже это сейчас номер 12. Это была школа конной жандармерии, высший орган карательной полиции. Всего в школе обучалось 20-30 человек, но подробнее об этой школе мы еще расскажем в следующем видео. По версии матери Чукмарева, Домны Антоновны, к ним летом 1942 в Соленое приехал в гости Николай Учаев, работавший тогда конюхом жандармерии в городе Запорожье, и предложил Николаю тоже поступить в конную школу. То есть Николай был туда зачислен где-то в июле 1942. Он жил в казарме при школе, так же как и Семен Панченко. Несколько раз Николай приезжал в Соленое, примерно такой немецкой форме, темно-зеленого цвета, но без погон, на фуражке эмблема с черепом. Однажды он предложил жениться 16-летней жительнице Соленого Марии Антоновне Слесаренко. Как это бывает в селе, молодые люди знали друг от друга и раньше, но познакомились конкретно летом 1942, а уже осенью сыграли свадьбу. Это фото Марии Слесаренко, датированное 1939 годом, с братьями Григорием и Павлом. Вот такая чудесная девушка. Потом Мария говорила, что, во-первых, Николай ей действительно нравился, а во-вторых, этот брак давал ей возможность быть спокойной, что ее не угонят в Германию. Свадьба была достаточно громкая, присутствовали на ней и солонянская жандармерия, и полиция, и конная школа. Отец Марии, Антон Петрович Слесаренко, это двоюродный дед нашего мемуариста Николая Слесаренко. И до войны Антон Петрович был председателем сельсовета на минуточку, и он, по-видимому, не видел ничего ужасного в браке юной дочери с немецким жандармом. Значит, было что-то такое, согласованное всеми сторонами, что не вызывало лишних вопросов. Правда, и брак был какой-то странный. Мария ни одного дня не проживала в доме у свекрови, держалась от нее в стороне и осталась жить в доме своего отца. А Николай вернулся в Днепропетровск. Несколько раз потом он приезжал в Соленое и навещал свою жену. По словам Домны Антоновны, ее сын как-то привез домой и сложил в погребнику 4 больших тяжелых сундука, которые в ту же ночь забрали 3 русскоязычных в плащах и фуражках немецкой формы. Николай объяснил матери, что связан с партизанами в Новомосковском и Царичанском районах. А поздней осенью 1942 или феврале 1943 Александр Остапченко, Учаев Николай, Семен Панченко и Николай Чукмарев принимали участие в конвоировании арестованных из городской тюрьмы города Днепропетровска на станцию Верховцево. И тут внезапно случается важное событие, которое оказало роковое влияние на дальнейшую историю. 17 февраля 1943 произошел прорыв Красной армии, и она подошла почти к Днепру. Фронт находился на линии Новомосковск, Синельниково, Павлоград. 19 февраля шел бой, собственно, в Синельниково, а 41-я гвардейская стрелковая дивизия и 25-й танковый корпус заняли Павлоград. Учитывая это, в Славянском районе начался массовый арест советского партийного актива. К тому же 60 молодых людей перед этим сбежали из клуба, из-за чего срывался план набора в Германию. Где-то 24-25 февраля 1943 Чукмарев внезапно поехал в Привольное к своему товарищу по конной школе Славку Москаленко. В это же где-то время он посещал Соленое, как обычно, в своей жандармской форме. Потуремец Василина 1883 года рождения встретила его и высказала, что как-то нехорошо получается, что Николай пошел служить немцам. Чукмарев на это помолчал, а потом сказал, что это ему нужно, потому и пошел служить. Показания потуремец.
В разговоре с ним я ему сказала, что тяжело жить без надежды, что придет Красная Армия. Об этом с ним я не боялась разговаривать, так как в его ответах и поведении не чувствовался враг. То есть я его считала не чужим человеком. Он мне ответил, что скоро отмучаемся. Этот разговор я помню хорошо, так как Николай меня тогда успокоил. Разговаривали мы с ним только вдвоем. Конец цитаты. В этот же приезд он не говорил своей жене Марии, что собирается бросать работу в жандармерии. Побыв с ней, он тут же уехал в Днепропетровск. От 26-27 февраля 1943 несколько солонянских полицейских отбыли в Днепропетровск, чтобы арестовать Чукмарева. Но там они его не обнаружили, поэтому были приняты меры по его розыску. Николая арестовали в Днепропетровске 28 февраля и доставили в Соленое. В этот же день советские войска отступили на Харьков. Мария видела своего мужа после ареста только однажды, и то издалека, когда его вели из жандармерии в полицию. Чукмареву показали записку, написанную красным карандашом, а затем в доме его матери нашли оружие. Из показаний Синченко в 1947 году. Начальник жандармерии – это начальник Солонянской жандармерии, имеется в виду. Чукмарев был арестован за нарушение службы в жандармерии, где он работал, и их было арестовано двое, один из села Тритузное. Все это мне было известно со слов начальника жандармерии. Вы говорите неправду. Органы следствия располагают данными, что Чукмарев был арестован и расстрелян за связь с советскими партизанами. Почему вы это скрываете? Я от органов следствия не скрываю. За что Чукмарев был арестован и расстрелян, точно сказать не могу, так как это мне известно со слов начальника жандармерии. Возможно, что он был расстрелян из-за связи с партизанами. В другой раз Синченко сказал так. Я сам арестовал Трофимова, полицейских я направил в Днепропетровск, чтобы арестовать Чукмарева. Полицейский Зайцев свидетельствовал, что Чукмарев расстрелян как организатор партизанского отряда. Но сам Зайцев точно ничего не знал, сказал, что слышал от других. Также он слышал такую версию. Сам Чукмарев рассказал какой-то женщине, что он организовал отряд, а та доложила об этом жандармерии. Показания Зайцева. Производил обыск и арест в присутствии начальника полиции в селе Никольское на Днепре у гражданина по имени Владимир Трофимов или Трифонов. Он был арестован как партизан, состоящий в отряде Чукмарева Николая. У последнего была изъята русская винтовка и около 30 боепатронов. Конец цитаты. Полицейский Муравья говорил, что всего партизан было 8 – Чукмарев, Гожий и другие. Полицейский Малый сказал, что в отряде был сам Чукмарев, Панченко и какой-то Чередченко. 2 марта 1943-го глухой и темной ночью 14 заключенных казнили в Балке около трассы Запорожье-Днепропетровск возле Нового Света. Это Каменное, в 3 километрах от Соленого. Как я поняла, это где-то в Красном квадрате. Кого-то за антигерманскую агитацию, кого-то за участие в политических репрессиях во время коллективизации, кого-то за излишнюю резвость при становлении советской власти, кого-то за хранение оружия, кого-то за то, что много знал. Там было расстреляно 14 человек, в том числе Николай Чукмарев, Гожий Павел Кириллович, 1901 года рождения, кандидат в члены ВКПБ из села Никольское на Днепре, Панченко Семен Павлович из села Тритузное, Трофимов или Трифонов Владимир Андреевич. Свидетельство полицейского. Всем этим 14 человекам было приказано вырыть каждому для себя могилу. Когда вырыли могилы, все они тут же были расстреляны. Синченко признался, что он лично расстрелял Чукмарева и Трифонова. Из других показаний полицейского. Всех их раздели до нижнего белья, поставили на колени, после чего мы расстреливали указанных граждан почти в упор в затылочную часть головы. На суде он же сказал, что раздели их догола. К могилам доставляли не всех вместе, а партиями. Но есть у нас один прелюбопытнейший документ. Это записка Синченко господину начальнику жандармерии, датированная именно 2 марта 1943 года.
Здесь находящиеся под арестом руководители банды полицаи конной полиции Днепропетровска Микола Чухмарев, рожден 18.08.19, и Семен Панченко, рожден 17.04.06, попытались 2 марта 43-го убежать, когда их выпустили оправляться, но были убиты, зачеркнуто, расстреляны полицаями Малым и Зайцевым, которые в это время дежурили. Руководитель банды Владимир Трифонов, который тоже сидел под арестом из-за коммунистической деятельности, воспользовался этим моментом и старался перелезть через проволочное ограждение. Я в это время подошел, вытянул наган и одним выстрелом положил Трифонова. Трифонов вскоре после этого скончался. Эти три были руководящие бандиты, в этом они сами на допросе признавались, начальник украинской полиции Синченко. Но Малый не подтвердил эту версию. Чухмарев и Панченко не были расстреляны при попытке к бегству, а были вывезены в вышеуказанное мною место. Я считаю, что предъявленный мне документ был составлен с целью оправдания чудовищной расправы над группой советских патриотов. Малый также подтвердил, что Чухмарев и другие признались в партизанском движении и были расстреляны. 3 марта закончилось Харьковское наступление. Сражение окончательно переросло в массированное немецкое наступление по всему фронту. А 8-9 марта 1943 всех остальных арестованных перед наступлением Красной Армии партактивистов отправили в Германию. Мария Слесаренко узнала о расстреле мужа от бывшей свекрови Домны Антоновны. Когда после возвращения советской власти 7 декабря 1943 выкопали из ямы 15 трупов, то Мария опознала Николая Чухмарева. Она пыталась узнать по горячим следам, с какими же такими партизанами ее муж поддерживал связи и кто из них остался жив, но никто ничего не знал. В конце декабря 1943 Александр Остапченко отступал с немцами через Соленое на Никополь, потом в Шолохово, но оттуда он от немцев сбежал и вернулся в Соленое и прятался там до прихода советских войск. Его арестовал СМЕРШ, и в феврале 1944 его зачислили в ряды советской армии и направили в город Светогорск Ворошиловградской области. В 1944-1945 годах Александр проходил службу в запасном стрелковом полку. После демобилизации работал на заводе Петровского. 17 марта 1947 после суда над Синченко Слонянский райисполком выдал Домне Антоновне справку о том, что ее сын расстрелян карательными органами райполиции за деятельность и участие в партизанском отряде. Имена Панченко и Трифонова канули при этом в вечность. Никто о них не вспоминал. У Семена в Тритузном остались 2 дочери: Александра, 1927 года рождения, и Анна, 1930 года рождения. Они проживали с дедушкой Павлом Григорьевичем. Куда делась жена Семена, неизвестно. 22 июля 1947 Домна Антоновна получила справку от военного трибунала Днепропетровской области для предъявления в местные органы власти по месту жительства, что ее сын расстрелян немецкими карательными органами как партизан. Через год, в июле 1948 Чухмарев внесен управлением кадров артиллерии в списке офицерского состава артиллерии, разыскиваемые родными в течение длительного времени, не имеющие перемещений по службе в течение года и более, а меры по их розыску не привели к положительному результату, на исключение из рядов советской армии как пропавшего без вести. В графе «С какого времени потеряна связь» указан апрель 1943 года. Когда стали арестовывать жандармов конной школы, то они ни разу поминали Чухмарева. Но тут опять начинаются чудеса, как и со странным рапортом Синченко. В 1949-м один из жандармов конной школы во время допроса показал, что Чухмарев уехал где-то в марте 1943-го в Слонянский район и оттуда не вернулся. Жандарм Кушнырев показал, что в начале мая 1943-го он бросил как раз учебу на курсах немецкого, а в один из дней того же мая он встретил Николая Чухмарева на улице города, и тот посоветовал ему поступить в конную школу, чтобы избежать отправки в Германию. Николай начебто привел Кушнырева на Орловскую, 14, где познакомил с переводчиком Мельманом и попросил того помочь Кушныреву устроиться на службу. Причем Кушнырев служил в школе,
с конца апреля 1943-го. Другой жандарм Дрыжд тоже говорил, что Чукмарев просто уехал в апреле 43-го в Слонянский район. Про Панченко он сказал, что тут вообще уехал в Слонянский район в конце июля-начале августа 43-го и после не возвращался. А вскоре после его выезда вся школа конной жандармерии отступала вместе с немцами. Интересно в этой истории, что спутать февраль с маем, то есть зиму, с почти что летом крайне сложно. При этом Кушнырев говорил, что сразу после его поступления в школу Чукмарев был переведен то ли в Запорожье, то ли в Павлоград. Еще один из жандармов на допросах показал, что Чукмарев, Николай, Панченко, Семен и еще какой-то Гламазда 1914 года рождения из Башмачки еще во время занятий в школе были расстреляны немцами по подозрению их в связях с партизанскими отрядами. Гламазды в Башмачке проживали. Это, по-видимому, кто-то из детей Карпа Александровича и Аляны Васильевны в девичестве Братко. В общем, имея мало сказать непонятки, вырисовывается картина, что в конной школе прямо не объявили, что Чукмарев с Панченко расстреляны, а объявили их переведенными в другую местность. А тот факт, что остальные путали зиму с летом, даже не знаю, что на это и сказать. В марте 1950-го Александр Остапченко был арестован, а 16 мая начальник следственного отдела УМГБ по Днепропетровской области подполковник Рахманов утвердил постановление, где речь шла о том, что по материалам дела Александра Остапченко проходит ряд активных немецких карателей, служивших в период временной немецкой оккупации в немецкой полиции и конной. В списке находились каратели Учаев, Панченко и Чукмарев, которых следовало разыскать для дальнейшего привлечения к уголовной ответственности. Во время судебного заседания Остапченко рассказывал, как он вместе с Чукмаревым и Панченко похищал на станции боеприпасы, которые затем везли в Соленое, в дом матери Чукмарева, а оттуда их забирал партизан Чернявский. Но доказать Остапченко ничего не удалось. Свидетелей Чукмарева, Панченко не было в живых, а Учаева немцы расстреляли где-то в Запорожье за попытку убийства жандарма еще в начале февраля 1943-го. Партизан Чернявский тоже погиб. Остапченко просил вызвать в качестве свидетеля Домну Антоновну, которая, возможно, подтвердила бы, что видела его, когда он привозил боеприпасы в ее дом, а также просил вызвать какого-то Феофана Горба, который бы засвидетельствовал, что они вместе читали советские листовки в 1942. Но прокурор с адвокатом в один голос высказались против из-за сложностей, связанных с розыском свидетелей. Остапченко, правда, признал, что лично он партизан не видел, а знал о них от Чукмарева. На суде он опроверг свое первое показание, что Чукмарев предложил ему поступить в конную полицию. На самом деле было все наоборот. Это он поделился с Чукмаревым предложением поступить в конную школу во избежание вывоза в Германию, на что получил от Николая одобрительный отклик. Николай якобы сказал тогда, что на любой работе, даже на врага, можно сделать пользу народу. Позже Николай признавался, что имеет связь с партизанами и, находясь в жандармерии, пользуясь доверием немцев и скрываясь под формой жандарма, ему легче оказывать помощь партизанам. В итоге Остапченко приговорили к 25 годам лишения свободы за то, что поступил на службу к врагу, имел на вооружении винтовку и учился военному делу. Участвовал в изъятии 40 голов лошадей в подсобном хозяйстве завода Дезимо для жандармерии, участвовал в конвоировании из Днепропетровской тюрьмы в распоряжении Верхнеднепровской полиции группу арестованных советских граждан, участвовал в карательных операциях против советских партизан. В общем, неизвестно, какая судьба ждала бы Чукмарева с Панченко, если бы им удалось выжить. По словам Остапченко, немцы расстреляли 7 жандармов конной школы за проявленный патриотизм, но никто его словами не заинтересовался. Отбывал Александр наказание в Костроме. Канал Ірини Коновець-Поплавської. Но это еще не все. Мы же не в советской комиссии по партизанам сидим. Нам нужна полная картина. Так вот, в 1954 производился пересмотр дела Марии Тесленко, которая была осуждена военным трибуналом в 1947 году. Главное обвинение –
контрреволюционные высказывания в отношении МВД и террористические намерения в отношении работников МВД, клевета на советскую действительность. Контрреволюционные высказывания в отношении МВД и террористические намерения в отношении работников МВД заключались в том, что Мария ненавидела начальника Славянского НКВД Ивана Романовича Быкова и якобы говорила во время немецкой оккупации, что хорошо, если бы Быкова поймали, потому что он в свое время принес их семье много горя. Быков до войны арестовывал ее брата Александра и подвергал его пыткам и избиениям. Чувства Марии, в общем-то, понятны, но это только чувства. Никаких конкретных шагов она по реализации своих пожеланий не предпринимала. Мария, кстати, была замужем за членом ВКПБ Тесленко Михаилом Дмитриевичем, а про Быкова мы рассказывали в видео об отряде Волобуева. Мария Григорьевна Тесленко, девичья фамилия Строменко, тоже из нашей галереи сложных судеб. У отца ее, Строменко Григория Павловича, было до революции 6,5 гектаров земли, 2-3 лошади, сеялка и другой реманент. В колхоз он вступил в 1929-м, отдал туда брычку, букер и зерно. Но в 1932-м он заболел воспалением легких и из колхоза выбыл, причем землю ему не вернули, а даже наоборот отрезали еще кусок от приусадебного участка. Брата ее Александра не раз арестовывали советские власти, в 1929 за то, что не хотел отдавать задарма зерно, и за это он получил 3 года тюрьмы. Так что этой семье любить советскую власть было не за что. В ходе пересмотра дела Марии Тесленко часто всплывало имя Николая Чукмарева по причине того, что Домна Антоновна была одна из свидетелей обвинения, а Мария пыталась себя защищать. В итоге вызвали, наконец, свидетелей со стороны защиты, и те рассказали, например, историю Чеботаря. Немцы задержали в Соленом одного портного, еврея из Молдавии, Петра Чеботаря, но когда узнали, что Петр хороший портной, то его расстрел решили отложить. И Чеботарь всем полицейским и немцам сшил одежду и даже кожухи. Синченко приказал Марии взять Чеботаря на квартиру, где портной прожил почти год. Вроде даже оформлен он был полицией официально. Но в феврале 1943-го стала наступать советская армия, как мы помним, и Чеботаря вызвали в полицию, там задержали, и когда мать Марии Тесленко принесла ему передачу, то Чеботарь на это сказал, что ему уже не до вареников, так как в воскресенье его немцы должны расстрелять. Чеботарю, впрочем, удалось сбежать из полиции и, как мне думается, не без помощи начальника полиции Синченко. Как бы еще он мог сбежать? Мария Тесленко прятала портного в коровнике, а потом он попросил через нее заведующую аптекой в Башмачке ему помочь, но та отказала, и он пошел к Днепру к переправе. Дальнейшая судьба Чеботаря неизвестна. Одни говорили, что его все-таки расстреляли и даже потом опознали его по ботинкам, но ботинки такое могли снять при аресте. Другие говорили, что ему удалось скрыться. Мария Тесленко также скрывала еврейку Анну Исааковну Бляхера, и та дала о ней хорошие свидетельские показания. Мария на допросах держалась, как не всякий мужик, смог бы, и все отрицала. Так вот о Чукмареве. Факт тот, что брат Марии Александр работал в полиции завхозом, и через него она находилась с полицией Синченко в дружеских отношениях, и естественно, что могла слышать что-то о Николае. Синченко что-то там говорил, что Чукмарев был якобы арестован за то, что присвоил какое-то имущество. Какое? Винтовку и патроны? Вот слова Марии из кассационной жалобы. Ее сын работал в гестапо и расстрелян как гестаповец, присвоивший имущество. Партизаном он не был. 17 человек подписалось под характеристикой Марии Тесленко, что она вела себя достойно во время немецкой оккупации, как и подобает жене офицера-коммуниста. Бляхер Анна Исааковна, 1902 года рождения, уроженка села Шпола Киевской области, подтвердила это. Анна Исааковна пришла в Соленое под фамилией мужа Черниченко. Синченко записал ее гречанкой, и Анна проживала у Александра Строменко, сначала помогала по хозяйству, там и подружилась с Марией Тесленко, и они стали близкими подругами. Анна часто у них ночевала и считала, что Чукмарев служил в Днепропетровске в гестапо переводчиком. Она его видела в Соленом, когда тот туда приезжал в немецкой форме. Вот ее цитата.
Приблизительно весной 1942 у Чукмаревой на квартире было большое гуляние, но по какому поводу я не знаю. Однако знаю, что на это гуляние к Чукмаревой приезжал начальник полиции, были там комендант и комиссар. Вторая цитата Анны Бляхер. Я помню такой случай, что Чукмарева обращалась к Тесленко Марии уже после изгнания немцев из села Соленое, чтобы Тесленко подписала характеристику на ее сына и подтвердила, что он являлся советским партизаном. Однако Тесленко Мария под этой характеристикой подписаться отказалась, так как ей было известно, что сын Чукмаревой служил в гестапо. Конец цитаты. По словам свидетелей, именно после этого случая отношения соседок разладились окончательно. И в 1947 Мария Тесленко была арестована и осуждена. Ее нашли аж на Алтае, куда она уехала с мужем военным, которого туда направили по работе. Родная сестра Марии Мылашко Белоконь в своих показаниях говорила, что она не раз видела Николая Чукмарева, когда он приезжал из Днепропетровска к своей матери в жандармской форме. Да и его мать часто хвалилась у нас в доме, что ее Николай служит у немцев, что он пользуется там авторитетом и что его знает даже сам гебиц-комиссар, как хорошего работника. Это я от Чукмаревой слышала лично не раз. В момент, когда советская власть первый раз приближалась к Слонянскому району, то Николай Чукмарев бежал от немцев. Лично я сама этого не знаю, но слыхала из разговоров других. Конец цитаты. В общем, это понятно. Слонянцы говорили то, что видели, а они видели только то, что Николай работает жандармом, о его партизанстве они, естественно, не догадывались. И второй момент о том, что Чукмарев бежал от немцев при приближении фронта в феврале 1943-го, весьма интересен. Может и правда, приближение фронта его спровоцировало, он поспешил и этим сделал роковую ошибку. Потому что показания тогдашней жены Москаленко Веры, которая подробно рассказала о том, что случилось, когда Николай Чукмарев в конце февраля 1943-го приехал на Бетки в Привольное, многое поясняют. Нашла я фото Бетки, дай бог здоровья этому Валерию, который их еще изготавливает. С Беткой мне связаны воспоминания с моим прапрадедом Марком Поплавским. Единственное, что я о нем знаю, так это то, что приезжал в гости к своей внучке, а моей бабушке он на Бетке, а в то время это было круто. Так вот, что нам рассказала Вера Москаленко. Зимой 1943-го, в период февральских событий, в момент подхода советских войск к Днепропетровску, мой муж Москаленко Вячеслав после болезни находился дома и просрочил срок явки в часть. В то время в село Привольное на Бетке приезжал Чукмарев Н.Е. Он желал лично встретиться с моим мужем. Он заехал в дом моего отца и спросил, где находится мой муж Вячеслав. Я Чукмареву тогда сказала, что он находится дома у своей матери. После этого Чукмарев ушел в дом Москаленко Ольги с целью встретиться с ее сыном Вячеславом. На обратном пути Чукмарев опять заехал в дом моего отца, где сказал мне, что у него встреча состоялась с моим мужем Вячеславом, но попросил меня передать ему еще записку, написанную красным карандашом. В этой записке Чукмарев моему мужу Вячеславу писал: «До моего возвращения в часть не возвращайся. Я приеду и все сообщу. Если вернутся красные, не бойся, я все устрою. У меня есть с ними хорошая связь. Прочтешь, порви записку». Я эту записку прочитала и в тот же день, то есть вечером, передала своему мужу Вячеславу, который записку прочитал и положил в карман. Конец цитаты. После отступления советских войск от Днепропетровска полицейские ездили в Днепропетровск, чтобы искать ее мужа. Вера была удивлена, что его искали, потому что он был в это время дома в Привольном. Спустя несколько дней Вера узнала от своей тети, что Чукмарева арестовали полицейские из Соленого. Записку Москаленко не сжег, и получилось как всегда. Ее нашли у него в кармане и передали немцам. Следователи в итоге заинтересовались Чукмаревым и начали рассылать запросы и вызывать дополнительно свидетелей.
Однако Днепропетровский обком КПУ отписал, что Чукмарев среди партизан и подпольщиков в утвержденных списках не указан. Как он оказался на оккупированной территории, этого тоже никто не мог объяснить. После проведения тщательной проверки следователь Ткаченко пришел к выводу, что показания свидетелей обвинения против Марии Тесленко вызывают сомнения в своей правдоподобности, так как свидетели находились с ней в неприязненных взаимоотношениях, а еще один свидетель все время менял показания. Оказалось, что все обвинения против Марии Тесленко в 1947 были построены фактически на каких-то сплетнях, типа «одна баба сказала». Постановлением от 3 июля 1954 дело против Марии Тесленко было прекращено, и из-под стражи ее освободили, но судьба ее была сломана. 7 лет она все же провела в страшных сталинских лагерях, да и мужа потеряла. После ее ареста в 1947 он с ней сразу же развелся, и Мария осталась одна с сыном. 6 августа 1956 Днепропетровский областной комиссариат исключил Николая Чукмарева из перечня пропавших без вести на основании справки военного трибунала от 22 июля 1947 года, где отмечалось, что он был расстрелян 2 марта 1943. А через 3 дня, 9 августа, Александра Остапченко освободили из мест заключения по решению комиссии Президиума Верховного Совета СССР. 29 сентября 1962 бюро Слонянского РК КПУ постановило считать Чукмарева Николая Ефимовича командиром партизанского отряда, расстрелянного немцами. За малым дело стало добыть ему в отряд рядовых бойцов с незапятнанными биографиями. Там хоть завалящих, но комсомольцев каких-то. Проблема заключалась в том, что помогали Чукмареву таскать те сундуки с оружием люди в жандармской форме. Слова Остапченко на суде о том, что 7 жандармов конной школы были расстреляны за проявленный патриотизм, давно канули в забвение, и не нашлось каких-то горе-историков, которые взялись бы это исследовать. Как? Как обнародовать советским гражданам, что партизанами были, о ужас, жандармы? И вот в ноябре 1962 партийные функционеры предприняли неловкую попытку объединить партизанский отряд всех, кто был казнен 2 марта 1943, ведь среди погибших было полно коммунистов и комсомольцев, которые очень подходили им для создания нужной картинки. Родных этих расстрелянных начали вызывать в районный комитет, но те связи между погибшими не подтвердили. А вот Панченко и Трифоновых проигнорировали. Одна дочь Семена, Ганна, умерла в 1948, то есть в возрасте 18 лет, но другая, возможно, была еще жива и могла бы что-то рассказать. Трудно разве было позвонить или поехать в Тритузное и все выяснить? В итоге в постановлении протокола номер 48 на 2 ноября 1962 Бюро обкома КПУ отметило: при повторной проверке деятельности участников антифашистского и партизанского движения в период немецкой оккупации на территории Слонянского района обнаружена новая партизанская группа, которую возглавлял офицер советской армии товарищ Чукмарев Николай Ефимович, бежавший из плена. В связи с тем, что эта группа была сформирована Чукмаревым в условиях немецкой оккупации, численность ее и деятельность не установлены. Бежавший из плена – интересное, кстати, уточнение. В 1969 в списке участников партизанского движения Чукмарев уже числился партизаном-одиночкой. Лично для меня это свидетельство лицемерного советского режима. Предпочли вместо правды сделать из Чукмарева в итоге партизана-одиночку. Семен Панченко и Владимир Трифонов были абсолютно неинтересны советской власти. А кто такой Чередченко или, скорее всего, Чередниченко? А Гламазда из Башмачки, Настелли в Соленом, никому из них не нашлось места. Не пишут люди заявления на льготы, и черт с ними. А может, некому уже писать заявлений. Комиссия отметила лишь тех, кто лежал на поверхности, тех, чьи родственники настойчиво строчили им письма с просьбой признать их родных партизанами. Комиссия записала партизаны, даже женщину 1929 года рождения, все партизанство которой заключалось в том, что она неоднократно убегала от угона в Германию. Но и это еще не конец истории. Главный вопрос... Подождите! А кто же это все-таки убил Налестера?
Так был все-таки Николай Чукмарев партизаном или нет? Ответ порадовал бы советского человека. Да, было дело. Не партизаном, так их сообщником. Но, как мы только что сказали, Слонянская комиссия в 1969 году отнеслась к своим обязанностям халатно. А ведь у них были возможности тогда установить связь Чукмарева с партизанами или подпольщиками, не знаю, как правильно их называть. Еще в 1963 году, когда был этот бум партизанщины, вышла книга Ильи Ветрова «В лесах под Новомосковском». Во-первых, в этой книге упоминается и партизан Чернявский. Правда, в несколько негативном свете, но все же. Вот цитата. «Вместо того, чтобы обойти фашистов и, если нужно, и с боем пробиться через их заслоны и взорвать железнодорожный мост, командир сводной группы Чернявский струсил, бросив веренных ему бойцов, укрылся в кустарнике, был народным судьей в нашем районе. У меня начальник штаба». Этот Чернявский находился в отряде НКВД в конце 1941-го. Это был отряд, подобный отряду Волобуева в Слонянском районе. Возможно, Чернявский остался где-то действовать на Московском районе, раз он упоминался свидетелями и в связи с Николаем Чукмаревым. Хотя не факт, что тот самый Чернявский, фамилия весьма распространенная. Но это не важно, потому что у нас есть во-вторых. Мы говорили в начале видео о том, что Чукмарев воевал в составе 630-го легкого артиллерийского полка, а командиром этого полка был майор Булейко Иван Семенович, который в сентябре 1941-го пропал без вести под Барышевкой. А родился Иван Семенович 1 июня 1902 года, и где бы вы думали? Правильно! В Днепропетровской области, Перещепинский район, село Герасимовка. И где-то в середине октября 1941-го Булейко появляется в Новомосковском лесу. Цитата из той же книги Ильи Ветрова. В то время много разного народу бродило по лесу. Были чужаки, мародеры, предатели, стремившиеся выслужиться перед новой властью. Но было немало и нашего брата, советские бойцы и командиры, выбиравшиеся из окружения, преследуемые гестаповскими агентами, беглецы из фашистских застенков, концентрационных лагерей. Как-то, возвращаясь из разведки, партизаны заметили в лесу человека в поношенной солдатской форме, вооруженного пистолетом. «Вы партизаны?» – нерешительно спросил человек. «Да, тогда ведите в штаб». В штаб задержанного не повели, но командира вызвали. Проверили документы, принесли хлеб на дорогу и поручили Ивану Нестерову вывести майора-артиллериста в сторону линии фронта. Конец цитат. Вы скажете, мало ли майоров-артиллеристов шлялось тогда новомосковскими лесами? Но вот другая цитата Ветрова, относящаяся к весне 1942 года. В Вольном проживал партизанский разведчик Федор Григоренко. Он поддерживал связь с окружением, в кавычках, бывшим майором-артиллеристом Иваном Булейко, а через жену Марию с партизаном-перещепинцем Германом Скороходом. Окружение в кавычках – это, скорее всего, так называли те, кто вышел из окружения. То есть линию фронта майор-артиллерист так и не перешел, потому что родился он в этих краях в Герасимовке, и поэтому там и остался. Пазл сложился. А Скороход Герман Петрович, 1902 года рождения, как партизан похоронен в братской могиле в Голубовке. Отсюда следует, что Чукмарев и Булейко фактически земляки и связи не теряли. Они вышли из окружения, может даже кто-то из них убежал из лагеря, это не важно. И пробились на левый берег в эти леса. Мы помним, что появился Чукмарев с Аленом в феврале 1942, а уничтожили новомосковский отряд НКВД в январе 1942. После этого Николай появляется в Соленом, может даже в январе, потому что показания свидетелей – это еще тот квест. Тогда еще можно было сказать, что попал в окружение, вышел из него и вернулся домой просто жить. Весной без справки из лагеря уже не принимали, надо было объяснить, где ты шатался все это время. Дальнейшая судьба Булейко неизвестна. Наверное, его все-таки убили, потому что последняя о нем запись, что он пропал без вести в сентябре 1941-го. Если бы он выжил, то где-то бы засветился при получении юбилейных медалей. Теперь о Николае Чукмареве. Помните, Потуремец говорила, что в Николае не чувствовался враг. Странно, правда? А отец Марии Слесаренко, который одобрил этот брак, тоже необычно.
Кстати, Мария вскоре после окончания немецкой оккупации вышла замуж за Анатолия Евтихиевича Толмачева, 1915 года рождения, родом из Харькова. Это фото из семейного альбома Толмачевых. Анатолий Толмачев был в гвардии лейтенант медслужбы. В июле 1944-го у них уже родился первый сын Анатолий. Мария, только будучи в преклонном возрасте, рассказала своей дочери Ольге о своем первом браке и упомянула о том, что она никогда не чувствовала, что Николай Чукмарев был предателем, хотя и носил жандармскую форму. Надо признать, что, конечно, Николай Чукмарев обладал мужеством, чтобы вот так под носом у немцев держать связь с новомосковскими партизанами и даже привлечь к этому делу других жандармов. Это было очень опасно и не могло закончиться хорошо из-за беспечности, которая сквозила в действиях и поступках 22-летнего советского паренька. Записка, написанная красным карандашом, это верх беспечности, но и в остальном чувствуется такая же неосмотрительность. Это было присуще, кстати, не только Николаю. В дни прельстания жены коммунистов собирались и пели вечерами советские песни и вели себя немного вызывающе, когда им делали замечания по этому поводу. Даже полицейского Лепшу упрекали. Что это за полицейские, если у тебя под носом бабы советские песни поют? Башмачки расстреляли отца и дочь Проценко, потому что они повелись на подставного советского военнослужащего, которого им подогнала полиция. Это беспечность стоило им жизни. Синченко бывало спасал обычных людей, но он ненавидел коммунистов. Синченко отвел беду от актеров театра, когда те вдруг затянули советские песни. А также Николая Дермана, который не хотел возглавлять духовой оркестр при немцах. Об этом мы рассказывали в ролике о Славянском театре, ссылка вверху. Дело в том, что коммунисты и члены их семей привыкли быть при советах на привилегированном положении и не понимали, что власть поменялась и стоит пришибиться. Время было опасное, а тут мы видим, как Николай утешает односельчанку, прямо говорит ей, что скоро придут красные, вы, тетечка, не беспокойтесь. Так что да, нужны были мужества, чтобы внедриться в эту жандармскую школу, ходить на волоске. Другой вопрос, а был ли у Николая выход из создавшегося положения? Красный офицер появляется в родном селе и просто работает в обхозе. Он знал, что если ничего не будет делать, то вернется советская власть и спросит, а почему ты, советский офицер, не создавал партизанский отряд, как чекисты спрашивали каждого после войны. И что он им ответит? Чукмарев оказался между молотом и наковальней, и, по-видимому, связь Булейко решила его судьбу. Удивительно, что Синченко все это проморгала, ведь он был абсолютно не дурак. У него были кругом агенты, все это происходило под его носом. Этот его странный рапорт о том, что Чукмарев, Панченко и Трифонов застрелены при попытке к бегству. Одна версия приходит на ум – что-то скрыть, но что? Может, поторопились расстрелять? Но не Синченко принимал решение, приказ о расстрелах поступал из жандармерии. Может, из конной школы спросили, что вы там творите, наших курсантов ликвидируете. Инициатором ареста, как видим, была не конная школа, они об этом узнали постфактум. Первыми о записке красным карандашом узнали в Солонянской жандармерии, послали солонянских же полицейских арестовать Чукмарева. А может, Синченко хотел этих ребят как-то спасти, объявить расстрелянными, но это не удалось. Эх, докопайся до всего этого при советской власти, то еще бы 1135 улиц назвали бы именем Чукмарева. Так что если кому-то это важно, то да, судя по всему, Николай Чукмарев был действительно связан с какими-то красными, как это он написал в записке, у меня с ними хорошая связь, и пытался им помогать. Канал Ірини Коновець-Поплавської. Но еще на таком моменте хотелось бы остановиться. Марии Тесленко приписывают слова, что если Чукмарев и был партизаном, то это было опасно для жителей села, и хорошо, что все закончилось только расстрелом одного Николая. Слова страшные, но Мария знала, что говорила. Немцы ведь вполне могли и полсоленого за это расстрелять. Российский историк Александр Гагун занимался вопросом о том, как красные партизаны провоцировали немецкий террор. И в этой статье он предполагает, что для победы в войне Советам желательно было попытаться убедить своих бывших и настоящих подданных о том, что гитлеровский режим еще более жестокий, чем их собственный. Таким образом, каждое сожженное немцами село объективно увеличивало привлекательность коммунистов в глазах советских граждан. Надо сказать, что логика в этом есть. Почитайте эту статью, там много фактов, когда партизаны провоцировали террор. Или вот другая статья Александра Гагуна с красноречивым названием «Чтобы уважали Сталина, как красные партизаны мордовали Украину». Так что Мария Тесленко знала, о чем говорила, и если это говорила она, то это знал и Синченко, начальник Солонянской полиции. Представьте, в каком положении он оказался. Если бы немцы расстреляли
потеряли половину жителей села Соленого, кого бы в этом обвинила оставшаяся в живых другая половина Соленого? Нетрудно догадаться, что немцев, что было бы на руку советской пропаганде. И слава богу, что до этого не дошло. Да, Николай Чукмарев действовал как сугубо советский человек, старался делать все возможное, чтобы вернулась советская власть, и помогал, чем мог, подпольному движению. Но кому он там мог помогать, мы еще порассуждаем в следующем ролике. Поищем тех, с кем боролась жандармская конная школа в Новомосковском районе и кому Николай мог передавать те сундуки с оружием.